Друзья мои, всем большой привет! У меня сегодня букет. Букет от азиатской орхидеи для нас с вами. И эта красавица, я вам уже ее показывала. Не знаю, она меня не оставляет равнодушной. Ой, девчонки, называется она Злюка. Ну, это такой приблизительный перевод. Вообще это вспыльчивость. Если переводить на наш язык, посмотрите, какая она красивая, девочки. Какая она няшная. Няшная, кому не нравится, ну, не найдется такого, мне кажется, архолюба, которому не понравится такая няшная орхидея. Посмотрите. У нее такие красные щечки, красный язычок. Девочки, именно красный. Вот именно, что здесь преобладает желтый, но вообще очень много красного. Вот красный цвет на орхидеях очень редко можно встретить. В общем-то, это ее первое цветение. Под листиками спрятался один из первых цветочков. Вот он. Посмотрите, какая прелесть, девочки. Ну это вообще... Мальчики, девочки, посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту красотулю. Не знаю, она меня не оставила равнодушной. Я, честно говоря, даже не успела понять, почему я ее выбрала в заказе. Почему? Чем таким она меня околдовала? Наверное, этим нежным крапом, расходящимся краям лепестков. Ну вот мне нравится вот такое все, знаете, необычное, такое все интересное. Девочки, она у меня немножечко побрызганная. Это в целях профилактики. Ей досталось препарата от клеща. Посмотрите. Всего лишь 5 цветочков. Многие не дают цвести, процветать таким маленьким орхидеям. Но она пришла уже с этим цветоносиком, и мне как-то вообще было жалко его срезать. Мне хотелось увидеть вживую эту прелесть. Девчонки, у нее корешки в активном росте. Я распушила мох. Это ее мох. Здесь ничего не добавлено. Я просто взяла стаканчик. Здесь, по-моему, 300 миллилитров. И наш обычный такой одноразовый. Я распушила мох, ее же мох, просто вы знаете, как мы делаем, вот так его подщипывала пинцетом, распушила вокруг корешков, аккуратно это делала, чтобы не задеть корешки. И вот смотрите, ей так это понравилось, и просто поместила в этот новый стакан, сделав немножко на дне паяльником отверстий. И смотрите, она принялась растить свои корешки, она приехала с корневой, которая была не в активном росте, а у меня вот начался активный рост. Такая прелесть! И цветет, и корни растит. Ну просто супер. Она мне нравится своей такой, знаете, яркостью, акцентностью. Хоть цветочек маленький, ну, здесь, наверное, сантиметра... Так, девочки, сейчас я вам скажу примерно около 2 сантиметров. Вот от одного края петалии до другого края. Посмотрите, это беленькая серединка. Вообще, мне нравятся орхидеи азиатские, у которых вот такие вот беленькие серединки вокруг колоночки. Этот язычок, ну, действительно, вспыльчивость. Как же она по-английски? Spitfire. Spitfire, типа какой-то огонь. Скоростной огонь или что-то такое. Ну вот Google переводит как вспыльчивость. Такая вот вспыльчивость растет у меня на полочке. Я так ждала, чтобы она уже распустила все свои бутончики. Мне нравится, как она сидит на цветоносе, как цветочек сидит на цветоносе. Посмотрите, девчонки, такие у него длинные цветоножки. Листик она пока не растит, она занята корешками. Ну, букетик мне нравится. Вообще, девочки, я не знаю. Может быть, вы не разделяете моего восторга, а я просто обожаю. Обожаю эту красотку. Суперская. Я подхожу к ней, вдыхаю ее тонкий нежный аромат.
Да, девчонки, она ароматная, но она не такая прям ароматная, что вот заполняет своим ароматом все пространство, где находится. У нее очень нежный, тонкий аромат. Ну, посмотрите. Кстати, вот эти белые брызги, это ей досталось от средства, которым я обрабатываю. Я думаю, что это за вкрапления такие на этих лепестках? Нет, это я. Это я. Вот, прелесть. И знаете, девочки, цветок-то, восковичок, он ведь плотный. Это еще один плюс. Кто любит плотные цветочки, восковички? В общем, девчонки, присмотритесь к этой красотке. Она вообще стоит вашего внимания. Я понятия не имею, ребята, какой куст вырастает, каких размеров. Куплен мною в размере 2,5. Это заказ по почте. Орхидеи почтой. Ольга Вовк мне выслала. Я вам уже показывала. Тут у меня целая поляночка. Вот, кстати, девчонки, орхидея, которую мы с вами переживали, что она немножечко тургор потеряла. Я Оле написала, она говорит, потихоньку отпаивайте, все будет хорошо. И вот все у нас хорошо. Это номер 1729 в каталоге Оли шел. И это биглипы. Биглипы шоколадки. Вот этот шоколадка, это и вот эта шоколадка. А это красная, это, по-моему, Red Queen. Тоже восковик, красная королева. Вчера девчонки поливала. Так что там корешок, нет, это мох. Тоже я распушила. Вот это была в маленьком стаканчике королевна. Вот в этом, вот в таком, как они приходят. Вот видите, разница. Я распушила мох ее и немножко добавила своего живого мха. И она пошла растить корешки. Вон видите, корни. Листик уже начала у меня растить. Слушайте, это такое удовольствие наблюдать за развитием вот этих малявок. Это стоит дорогого. Девочки, еще один красавчик. Это Rainbow. Радуга. Ну, радуга тут у меня тоже корнями меня балует. Распушена. Вот уже вылез корень сюда. Начался такой сумасшедший активный рост корневой. Я просто в захвате. Это я вчера... Падает, девочки. Вот она так перевешивает и падает. Я поставила ее в стаканчик. А-ля закрытая система. Вчера я их всех тут полила. На этой полочке у меня находятся под освещением азиатские орхидеи. Сейчас мы ждем. Должны подъехать еще подруженьки. Я заказала, сейчас я вам скажу. Я недавно вспоминала. Думаю, кого ж я там заказала? Поназаказываешь и забываешь. Я заказала еще Лаврентия, девчонки. Ставьте лайкосики, скоро будем распаковывать Лаврентия. Ну, тоже в таком вот мимимишном размере. Не знаю, когда я дождусь. Лаврентия. Потом я заказала еще орхидею. Там название присутствует мое имя. Анна там какой-то, ну, такой интересный, плотный тоже цветочек. Забыла название. Анна, потом Лаврентий. И, конечно же, я заказала змеиную кожу. Потому что после позапрошлогоднего случая, что мне вместо кожи пришел фламинго. И я теперь такая думаю, блин, хоть бы в этот раз не вышла ошибочка. Сейчас я, кстати, вам фламинго принесу, покажу. Девочки, а вот и фламинго принесла вам показать. Он у меня в кухне цветет. Он уже побольше этих всех. Он у меня покупался 1,5 года тому назад. Тоже, девчонки, листья, не обращайте внимания, это от клеща. Корневая, он тоже пересажен у меня. Осваивает уже новую посадку. Видите, вот корняки растут. Посадка уже с корой. Микс. Кора, керамзит, мох. Я сильно переживала за эту орхидею, потому что когда азиатку пересаживаешь в стандартную какую-то нашу вкусную посадку, не знаешь, как она отреагирует. В общем, смотрите, это должна была быть, как вы понимаете, совсем другая орхидея. Но пришел мне другой абсолютно сорт. Я сначала расстроилась. Вы знаете, я такая, это было волнительно.
Это было очень волнительно. Когда ты ждешь, вот появился цветонос, и ты знаешь, да, я заказала вот именно вот эту змеиная кожа, ты приглядываешься к этим листикам, все там смотришь, тут цветонос растет, тут появились бутоны, и вот бутон начинает созревать, и я смотрю и ищу, где же тут хотя бы намек у этого бутона на ту расцветку, которая должна быть. И когда раскрывается вот такая прелесть, ты, ты просто, ты просто офигеваешь. Не знаю, как это сказать. Я просто была в шоке. Я говорю, что, кто ты? Что за безымяшка? И потом я начала искать, смотреть, сравнивать. И я поняла, что это фламинго, девчонки. Фламинго. У него очень такая нежная зелень, нежный цвет у него листвы. Немножко он покочевряжился, не хотел сильно долго принимать посадку. Ну, потом все у него нормально пошло. Вот когда я поставила его в кашпо, и в кашпо, видно, больше влага как-то так держится в районе корней. Как-то вот все-таки кашпо дает такой эффект более влажного содержания. И в кашпо как-то ей больше понравилось. Вот такая моя красота. Так, сейчас я вам еще одну азиатку показываю. Я вам уже ее показывала. Она тут у меня вообще тоже пересаженная. Сейчас, девочки, сейчас надо же все тут отодвинуть. Всех поместить. Так. Потому что у меня многие стоят уже на других подвиконнях. А вот это тоже моя любовь. Моя любовь. Посмотрите. Это ж наша любимица Sweet Girl. Вот видите, опять-таки, вот эта желтая серединка. Ну, конечно, они разные. Но вот тоже меня подкупила. В этот раз у нее как-то покрупнее цветочек. Это мое второе домашнее цветение Sweet Girl. Ну вот немножко мне не нравится скудность розетки. Мне хочется побольше листовой массы. Ну, думаем, нарастим. Накидала я немножко остатки NV101 у меня были. Я по горшочкам поразбрасывала. Она становится яркая-яркая. Уже когда раскрываются бутоны, сначала менее яркие, а потом со временем она становится яркая. Девочки, пахнет просто, ну просто невероятно, как пахнет. Просто обалденно. Так, кто у меня еще из азиатских орхидей есть? Ага, вот про тебя я забыла, он уже отцветает. Так, вот так. Тоже чумазый. Это Биг Бэнг. Девочки, цвел, хорошо цвел. Раз, два, три, четыре. Как хорошо, но для него нормально. 4 бутона было, 4 цветочка. Дорастил один бутончик. Вот он такой красивый, со сплэшем. Такой сочный, ягодный. Здесь сделал вдруг ответвление. Почку разбудил. И вот бутон выдал. Я говорю, что это было? Что это было? Ну ладно, он тоже такой, девчонки, плотный достаточно, фактурный. Вот так проводишь пальчиком. Чувствуются вот эти все пятнышки и штришки. Все это чувствуется. Но он без запаха. Вот такой вот красавчик. В общем, на этой полке сегодня у меня собраны, по-моему, это все мои азиатские орхидеи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пока 8. 8. 8 азиаток. Именно те, которые в заказах были куплены, 8. Да, не густо, Аня. Но сейчас еще подъедет 3 представителя азиатского садоводства. Будет больше. Вы знаете, что мне нравится в азиатских орхидеях? Их какая-то такая, ну вот интересные они. Ну вот интересные. Ну вот, не знаю, как по мне, расцветки интересные, как бы запах у них есть, вот аромат. Голландские тоже есть же ароматные парфюмерки и разные. Но вот эти, конечно, ну Биг Бен. Нравятся мне вот разные вот такие со сплэшем орхидеи. Я хочу еще, девчонки, купить, если мне попадется, Микки Кроун, да, Микки Кроун называется. Она тоже такая яркая, красивая, в общем. Вот так, девчонки. Показываю вам сегодня свою полянку азиатских орхидей. Так вам покажу.
Видите, вот эти цветут, получается, раз, два, три, четыре цветущие. Половина, 50% цветет, 50% не цветет. Это были мои первые орхидеи, вот фламинго. Вот это первая партия. Первый раз я купила азиатских орхидей. Вот это я взяла, получается, фламинго, взяла девочку сладкую и взяла Биг Бенга. Вот мне показалось на тот момент, когда я выбирала из разнообразия, что это самые вот те, которые я вот хочу. И они вот эти три, они у меня уже, ну, по 2 года. Но за 2 года как-то они не сильно нарастили розетки. У Биг Бенга мне не нравится, как растет корневая. Что-то вроде он там посажен в неплохую вкусную посадочку, но как-то с корнями он не очень. Вот сейчас отцветет, я обрежу цветонос, и надо будет его простимулировать на рост корней. Надо, знаете, девчонки, я тут смотрела на Фейсбуке одну любительницу орхидей, она укоренителем прям на шею брызгает, укоренителем. Так и называется, укоренитель. Она пробрызгивает шею, и во время посадки она тоже, Юлечка из Запорожья, она брызгает укоренителем, и она говорит, вообще обалденный результат. А что-то корням не нравится мох. Я его увлажняю, они прям повысыхали, смотрите. Видите? Вот влажный мох, что им не нравится. Вот доращивают домха, вот Биг Бенг доращивает. Внутри корни растут в мох, все нормально. Там мох, кора и керамзит, по-моему. Да, или керамзита нет. Кора и мох. А, есть немножко пеностекло, вижу. Ну, все, что в хате было. Мох растущий. Ну вот что-то вот не понравилось верхнему ярусу корней. Я как-то обрадовалась, что он начал растить корешки, а он взял их и засушил. Ну, такое тоже бывает. Все, друзья мои, всех вас обнимаю. Всем вам шлю такой цветочный привет. А ну давайте вот так вместе. Ай, какая красота, какая нежность, девочки. Посмотрите, какая нежность. Так, и ты давай сюда, в компанию. Вот такая вот. Ну вот, девочки, ну вот как можно это не любить? И они еще и пахнут. Но, кстати, фламинго не пахнет, а вот эти пахнут. И злючка пахнет, и девочка пахнет. А девочка, как по мне, так пахнет дыней. Я вот все время говорю, мне дынька и все. Мне муж говорит, у тебя какое-то странное как бы восприятие запахов после ковида. Я говорю, нет, мне пахнет мне сладенькой дынькой. Вот у меня почему-то мои рецепторы воспринимают аромат именно вот этой орхидеи как такой вот бахчевые фрукты, заморские фрукты, бахчевые, дыня. Я подхожу просто, девчонки, прям носик туда всовываешь и балдеешь. Класснючая. Ой, какая она классная. Я вам показывала ее в отдельном видео. Несчастных 6 цветочков, а я не могу нарадоваться. Ну что Архаману еще для счастья нужно? И жду, девочки, целый год ее цветения. Обнимаю вас всех крепко. Всем мирного неба. Всем наш ароматный цветочный привет. Пока-пока.